1941 год. В блокадном Ленинграде умирают от голода сотрудники Всесоюзного института растениеводства. Их тела найдут рядом с мешками, наполненными семенами и зернами, тем, что могло спасти их жизни. Но никто из селекционеров даже не прикоснулся к ценным запасам. Все они предпочли мучительную смерть. В истории есть примеры героической верности науке, но такого поистине апостольского служения научной идеи мир еще не знал. Почему ленинградские ученые готовы были заплатить жизнью за сохранение семян? Что значила для них эта коллекция? Подобная самоотверженность не кажется беспримерной, когда понимаешь, ученики просто не могли предать своего учителя и создателя коллекции, академика Николая Вавилова. Все силы, всю свою жизнь он отдал главной идее – накормить человечество. Но по злой иронии судьбы сам умер от истощения. Его трагическая смерть – настоящая загадка. Впрочем, и жизнь ученого, который всегда, казалось, был на виду, полна тайн. Это обрывок кинопленки. Вот здесь Вавилов 2 секунды в кадре. А вот еще раз 3 секунды. Все изображения великого ботаника после 1940 года в нашей стране были уничтожены, а его имя предано забвению. И даже 30 лет спустя за попытку собрать деньги на памятник академику его коллег вызывали на допрос. Почему человек, оставивший стране наследство ценой в триллионы долларов, был похоронен в ящике из-под картофеля? И как сложилась судьба той самой коллекции, за которую заплатил жизнью селекционер Николай Вавилов? Николай Иванович Вавилов, великий ученый и выдающийся организатор науки, стал жертвой сталинских репрессий. Не заслонила ли трагическая судьба человека счастливую судьбу ученого, оставившего России и всему миру невероятное наследство? Было очень обидно мне лично, что Николая Ивановича рассматривают как вот трагическую фигуру. Конечно, закончил он жизнь трагически, но как человек, как специалист, как ученый, конечно, он был, безусловно, счастливым человеком. 1980 год. Эфиопии угрожает гуманитарная катастрофа. Засуха и увеличение количества пастбищ становятся причиной исчезновения многих сельскохозяйственных культур. Навсегда утеряны ценные сорта пшеницы и ячменя. Для аграрной страны это настоящее бедствие. Население же стремительно растет. Начинается голод. Возродить земледелие в этой африканской стране можно только с помощью семян из коллекции русского ученого Вавилова. Великий российский ботаник был в Эфиопии в декабре 1926 года в экспедиции по сбору семян. Он провел у нас несколько месяцев, много общался с населением. В Эфиопии Вавилова хорошо знают, его экспедиция была очень продуктивной. Он описал эфиопское биологическое наследие культивированных растений, собрал на нашей земле много семян. Советские биологи отправляют на африканский континент партию необходимых семян. Это должно помочь Эфиопии возродить на своей земле утраченные виды культурных растений и в будущем избежать голода. В чем же на самом деле гениальность Вавилова? Как заслужил он мировую известность? Николай Вавилов был первым, кто создал банк генетических ресурсов культурных растений планеты. Скрещивая семена из хранилища, можно вернуть на планету практически любое исчезнувшее сельскохозяйственное растение.
Россия должна гордиться коллекцией Вавилова, и она должна стать центром притяжения в научной среде, как на национальном уровне, так и на международном. Особенно сегодня, когда идет переоценка значимости биологического разнообразия. 17 лет поисков, 180 экспедиций, 65 стран на всех континентах. Результат – создание уникального, самого богатого в мире собрания культурных растений, в котором в 1940 году было 250 тысяч образцов. Сейчас стоимость коллекции многократно превышает золотовалютные запасы нашего государства. Фактически на сегодняшний день это самая дорогостоящая собственность России. Даже самая большая мера в денежном измерении не показывает ценность этой коллекции для всего человечества. Она бесценна, она уникальна, и она может принести огромную пользу всему человечеству, если ее использовать разумно. 2013 год. Город Саратов. На главной площади Саратова стоит памятник Николаю Вавилову. Но как же далек созданный скульптором образ от того вечно летящего куда-то человека с огромным портфелем. Именно таким запомнился современникам академик Вавилов. Бесстрашный ученый и путешественник, для которого не существовало вопросов личной безопасности, когда речь заходила о научной идее. О работоспособности Вавилова ходили легенды. Труд с максимальной самоотдачей, без всяких скидок на усталость, трудности и болезни. Вавилов ездил в экспедицию, очень много, по полгода ездил. И уже по отзывам американцев, аргентинцев, которые говорили, что после 2-3 дней экспедиционных поездок с Вавиловым руководству приходилось давать недельный отпуск сотрудникам, тем местным, потому что они должны восстановить свое здоровье. Они не могли с ним тягаться по выносливости. Обычно он спал не больше 4 часов в сутки. Ни разу не был в отпуске. В экспедициях всегда ложился у двери, чтобы встать на 1,5 часа раньше других и работать над книгой. Имел уникальную память. Он мог 8 часов наговаривать стенографисткам текст, например, с 8 утра до 12 часов ночи, поспать 3 часа, а потом на машине ехал в Пушкин и 3 дня там в поле находился, пока стенографистки то, что он за 8 часов начитал, расшифруют. Еще в 1923 году он писал: «Мне не жалко отдать жизнь ради самого малого в науке. Бродя по Памиру и Бухаре, приходилось не раз бывать на краю гибели. Было жутко не раз. И было даже приятно рисковать». Этот человек с ребяческой улыбкой, похоже, никогда не испытывал чувства страха. Его самолет потерпел аварию в Сахаре. Летчик-француз посадил машину прямо у логова льва и чуть не сошел с ума от страха. А Вавилов развел костер и, подбадривая летчика, всю ночь отгонял ходившего рядом хищника. В Сирии он собирал семена пшеницы под огнем повстанцев и чудом спасся от пуль. Нападали на него и разбойники. Это он описывает в своей книге «5 континентов», когда он от них откупался бутылками коньяка. И скорпионами он был атакован. И когда он переходил Голубой Нил, еще моста не было, им приходилось просто устроить канонаду, чтобы отстреливать крокодилов, которые там кишили. И вот пока одни стреляли, другие переходили. То есть, безусловно, такая опасность была. Я не говорю про малярию, про болезни. 1916 год. Русские войска, ведя наступление на Турцию, захватывают значительную часть Ирана. Внезапно в русской армии начинается массовая эпидемия. У солдат кружится голова, многие теряют сознание, бьются в судорогах. Медики в растерянности. Командование поручает молодому биологу Вавилову выяснить причину болезни. Он справляется с заданием блестяще. Оказывается, пшеница в Иране сильно заросла сорняком, пораженным ядовитым грибком. На этом его официальная миссия вроде бы и закончилась, но научная работа только началась. Именно
в Иране Вавилов нашел оригинальные формы хлебных злаков, изучение которых стало первым шагом на пути к открытию знаменитого закона гомологических рядов. Суть его в том, что у генетически близких растений и изменчивость сходная. Основываясь на этой теории, можно создавать новые жизнеспособные формы или возрождать утраченные. Но для этого нужен генетический материал. И Вавилов решил собрать коллекцию семян, которая позволит навсегда избавить человечество от голода. Для этого он отправляется в долгий, нелегкий и опасный путь. Начиная с 1916 года ученый совершит 180 экспедиций и путешествий по всем материкам земного шара, кроме Антарктиды, снискав заслуженную славу одного из наиболее выдающихся путешественников современности. Вавилов, безусловно, неординарный человек во всем. Как ученый, который имеет действительно гениальные предвидения. Как путешественник, который не боится пойти в самые рискованные и трудные путешествия. После иранской экспедиции Вавилов совершил поездки в Узбекистан, Индию, страны Средиземноморья, Африку, Китай, Японию, Тайвань, Корею. В 1930-1932 годах наш герой посетил страны Северной, Центральной и Южной Америки. За труднейшую 5-месячную экспедицию в Афганистан в 1924 году Географическое общество СССР присудило Николаю Вавилову золотую медаль имени Пржевальского за географический подвиг. Вавилов был первым путешественником, кому удалось преодолеть сложную и до того момента неизведанную часть западного хребта Гиндукуш в Афганистане. Вообще, отец очень гордился, что он был не только ученым-растениеводом, генетиком, так сказать, потому что он президентом Географического общества 1931 года, вплоть до своего ареста, был президентом Географического общества и очень гордился, что он еще географ. Николай Иванович Вавилов стал руководителем общества в 1931 году и фактически спас общество от упразднения, потому что к этому моменту общество должны были передать в Министерство народного просвещения, и тогда судьба бы его была очень туманной. Из Афганистана он привез 7000 образцов семян и колосьев культурных растений. Из Эфиопии 400 образцов пшеницы. Из Южной Америки 1000 образцов семян томатов и картофеля. Из Японии десятки сортов чая. Так начинает образовываться великая коллекция Вавилова. Вот что писал о нем Максим Горький в газете «Правда» 18 апреля 1929 года. «Молитвенно думаешь о великом чудотворце-человеке, о прекрасном будущем, которое он готовит детям своим. По Абиссинии ходит профессор Вавилов, отыскивая центры происхождения питательных злаков, заботясь расплодить на своей родине такие из них, которые не боялись бы засухи. Практически все, кто писал и пишет о Вавилове, вспоминают его любимую присказку «Жизнь коротка, надо спешить». Он и вправду постоянно спешил, буквально летал по улицам Саратова и Ленинграда, по лестницам институтов, университетов и научных обществ, по странам и континентам. Почему он так спешил? Неужели знал, что отпущено ему будет в земном летоисчислении совсем немного? Неужели предчувствовал свой ранний уход? В прошлом году мы отмечали 120-летие его со дня рождения. А если бы он прожил эти 120 лет, я думаю, что не только Россия, не только СССР, а весь мир был бы накормлен, потому что он умер в 56 лет в расцвете сил. И если учитывать его работоспособность, учесть его энергию, а это что-то было. Стремительная потеря биологического разнообразия на Земле – одна из важнейших проблем современной генетики. Единственный способ проверить, что исчезло за последнее столетие, а что нет – сравнить результаты новой экспедиции с результатами путешествий Вавилова. Например, Вавилов досконально исследовал растительный мир Эфиопии.
Многие эфиопские исследователи и ученые были вдохновлены его работой, и многие из них работают на основе его исследований и отчетов. В Эфиопии вы можете увидеть портреты Вавилова в школах, в библиотеках, в научных центрах. Эфиопские учителя, как правило, рассказывают о Вавилове всем своим ученикам. 2012 год. Ученые ведущих российских НИИ в области генетики и растениеводства решают пройти по маршруту последней экспедиции Вавилова. Спустя 85 лет караван из 5 джипов за несколько месяцев преодолел 5000 километров. Сохранился дневник Вавилова, в котором он с педантичной точностью вносил все координаты своего путешествия. Он и стал картой для участников современной экспедиции. Нынешние дороги частично совпали с этими координатами, но в некоторых местах проехать было невозможно. Приходилось делать пешие вылазки к тем точкам, где были найдены образцы семян 1927 года. Нам было интересно посмотреть, что изменилось в сельском хозяйстве, когда оно только становилось в 1920 году, и сейчас, когда можно сказать, что оно получило некоторое развитие. Допустим, в 2020 году хлопчатник в Поволжье – это была редкость. А сейчас, когда мы прибыли в Астрахань, мы увидели действительно то, что эта культура возделывается, то, что уже созданы многие гибридные формы этого растения. Сегодня трудно представить, каким было то время, когда Вавилову приходилось делать свои научные открытия. Первая мировая война, Октябрьский переворот, Гражданская война. И в этих сложнейших условиях Николай Вавилов проводит съезды селекционеров, совершает экспедиции и делает великие открытия в биологии и генетике. Более того, несмотря на непростую ситуацию в стране, он убеждает правительство создать институт, практическую лабораторию, в которой можно исследовать собранный материал. Так появляется Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур. Сегодня этот институт носит имя своего создателя. В научных лабораториях ученики Николая Вавилова сохраняют и приумножают то, что ученый успел собрать за свою жизнь. Здесь, так же, как и в крупных мировых генетических банках, существуют системы хранения генетического материала культурных растений. Каждый образец, он ценен не только своей сущностью, том, что он несет генетическую информацию, он еще имеет и информацию, как мы ее называем, паспортная информация, есть информация по изучению. То есть эта информация говорит о том, что где его можно выращивать, для каких целей, и что мы из этого можем получить. Вавиловская коллекция – это живой организм. Если образцы просто держать в пакете, через 5-7 лет они умрут. Семена всех растений нужно регулярно высеивать, а после закладывать на хранение свежие. Для этой цели Вавилов еще в 20-е и 30-е годы создал десятки опытных станций, от Кубани до Чукотки. А в годы войны коллекционные семена высеивали прямо в сквере перед Исаакиевским собором. Нельзя угадать, какие растения будут востребованы в тот или иной период времени. Поэтому сотрудники института стараются сохранить все. Весьма показательная история с полбой. Это полудикий вид пшеницы, который веками выращивали крестьяне. Стойкий к болезням, с большим содержанием белка, но с низкой урожайностью. Потом интерес к культуре пропал. В 80-е годы 20 века правительство рекомендовало ботаникам ВИРа прекратить все работы с полбой. Урожайность она обеспечить не могла, а нужно было все больше зерна. Но ученики Вавилова на собственные средства сохранили семена. И вот 10 лет назад на Кубани решили восстановить эту неприхотливую культуру за ее особые диетические качества. И сейчас полба вновь становится популярной. И это не единственный пример. Из Уругвая в феврале была здесь делегация во главе с замминистром сельского хозяйства. Сказали, что у них там в институте был Вавилов, и Вавилов там взял образцы овса и ячменя местные. И этих образцов у них нет. Вот. Ну, мы быстро, значит, я дал поручение, вот профессор Лоскутов, он в течение суток
из 14 образцов, которые привез Вавилов, 8 образцов нашел. Вот, и мы, замминистра этой делегации официальной, эти образцы возвратили. Вот представьте себе удивление замминистра, государство свой генофонд не сохранили. Мы же, несмотря на блокаду, на войну, на послевоенные проблемные годы, на развал Советского Союза, нас очень сильно это подкосило, потому что мы потеряли 6 опытных станций, где-то 20 тысяч образцов. И тем не менее, вот этот генофонд был сохранен. Каждый год в институт имени Вавилова приезжает около 40 международных делегаций со всех концов света в надежде отыскать здесь семена утраченных культур, многие из которых названы в честь российского ученого. Ну, например, есть вот солянум в Вавилове, это картофель Вавилова, пшеница в Вавилове, тоже написано и названо в честь Николая Ивановича Вавилова. В честь Николая Ивановича Вавилова назван миндаль Вавилова, клевер есть Вавилова, есть даже василек Вавилова. То есть огромное, 20 видов, там овес Вавилова, то есть очень много видов названо в честь Николая Ивановича Вавилова. Но тоже есть целый род, который назван в честь Николая Вавилова, это Вавиловия формоза. Вавилов посещал Японию, и его идеи в отношении биоразнообразия и центров происхождения растений широко используются сейчас нашими учеными. Мы активно сотрудничаем с институтом имени Вавилова. Наша совместная работа началась еще 20 лет назад, когда первые специалисты из Японии посетили этот институт и увидели, как много семян наших растений можно тут найти. Вообще интересно посмотреть место, где работал Вавилов, ведь его закон известен во всем мире. 1920 год. Вавилов организовывает Всероссийский съезд по селекции и семеноводству. В нем принимают участие 100 крупнейших ученых страны. В это время продолжается гражданская война, но никакие обстоятельства не могут заставить Вавилова отказаться от научной работы. На первом заседании Николай Иванович выступает с докладом «Закон гомологических рядов наследственной изменчивости». После окончания доклада гром оваций. Профессор Заленский, он в то время был деканом агрофака, он сказал: биологи приветствуют своего Менделеева. Вавилову нет еще и 33 лет, но он уже поставлен вровень с Менделеевым. Съезд принял специальное обращение к правительству. Москва, Совнарком Луначарскому. Копия, Совнарком Середе. Теория эта представляет крупнейшее событие и открывает самые широкие перспективы для практики. Власть принимает резолюцию о развитии работ Вавилова в самом широком масштабе. И если бы Николай Иванович открыл только этот закон и не сделал ничего другого, хотя у него еще много крупнейших открытий мирового значения, то имя Вавилова навсегда вошло бы в историю мировой науки. И им пользуются не только биологи, селекционеры, им пользуются биохимики, молекулярные генетики, им пользуются кристаллографы, минерологи. Вавилов был первым советским ученым, которому правительство разрешило выступить с научным докладом на Международном конгрессе в Соединенных Штатах Америки. И это в 1921 году, когда никаких дипломатических отношений у нашей страны с США не было. Вавилов произвел фурор, когда сделал 2 доклада о законе гомологических рядов на английском языке и доклад об иммунитете на французском языке. И сначала за ним следили, его считали русским шпионом, а потом, когда Вавилов выступил на этих конгрессах без всяких переводчиков, поскольку он знал эти языки прекрасно, то газеты американские так начали писать, и канадские: если все русские ученые такие, как Вавилов, то с ними стоит дружить. Не случайно уже после смерти Николая Ивановича зарубежные эксперты выдвинут его за это открытие на Нобелевскую премию. Но, увы, эта награда умершим ученым не присуждается.
Я восторгаюсь Вавиловым как ученым за его интуицию, упорство, упрямство и предопределенность, с которой он двигался вперед, даже когда на него сваливались несчастья. Читать о его жизни и пытаться понять эту жизнь безумно интересно. Для многих ученых с мировым именем Вавилов — гений и пример для подражания. В начале 20-х годов в жизни Вавилова, где сплошной чередой проходят постоянные экспедиции и научные конференции, случается чудо. Он встречает главную любовь в своей жизни – Елену Барулину. Елена в эту пору училась на 3-м курсе. И вот к ним приехал из Москвы молодой, талантливый, красивый, обаятельный, можно очень много таких синонимов сказать, преподаватель Николай Вавилов. Он был очень увлеченным человеком и умел увлечь всех. Естественно, вокруг него сразу собрался круг заинтересованных людей. Его лекции привлекали не только студентов. На его лекции ходили и преподаватели института, и агрономы, и, в общем, простые люди. И для удобства публики его лекции даже были перенесены на вечерние часы. И, конечно же, многие студентки стали влюбляться в Николая Вавилова. В то время Елена Барулина занималась исследованием чечевицы. Тогда это растение считалось чуть ли не стратегическим сырьем. В недалеком будущем СССР станет одним из главных экспортеров чечевицы на мировой рынок. Работа Елены Барулиной заинтересовала Вавилова. Их любви предстояло пережить немало преград. Вавилов в то время был женат, и в семье был маленький ребенок. Но новое чувство оказалось сильнее. И когда Вавилов уехал работать в Петроград, их стали разделять расстояние и связывать письма. Николай Вавилов Елене Барулиной. 27 ноября 1920 года. Ночь. Собираюсь в Саратов. Вчера получил твое письмо. Милый друг, тебя тревожит сомнение о том, что пройдет увлечение, порыв. Милый друг, я не знаю, как убедить тебя, как объективно доказать тебе, что это не так. Я действительно глубоко верю в науку, в ней цель и жизнь. И мне не жалко отдать жизнь ради хоть самого малого в науке. И вот потому, Лена, просто как верный сын науки, я внутренне не допускаю порывов в увлечениях, в любви. Ибо служение науке не мирится с легким отношением к себе, к людям. Твой Н. И вот он писал Елене письма о том, что они должны быть вместе, и каждый год он надеялся, что этот год будет последним, когда они врозь. Он находился в таком состоянии душевного разлада с самим собой, потому что в его семье был сын, которого он обожал, которого он любил. И когда он убеждал Елену в том, что они должны быть вместе, она, конечно, очень боялась этого. Она была воспитана в религиозной семье, она не хотела рушить семью. И он писал о том, что их никто не может осудить. Единственный, кто может осудить нас, это Олег, писал он о своем сыне, который был в ту пору еще достаточно маленьким. 6 лет продолжался этот тайный роман. Возможно, первая жена Вавилова не давала ему развода. А может быть, он сам, чувствуя свои обязательства перед семьей, не мог позволить себе этого. Но для него это был очень тяжелый шаг, потому что он сам получился так, что остался без отца, и какие-то там были нелады в семье. Поэтому, конечно, человек из религиозной семьи не мог просто так расстаться с первой женой. И все же в 1926 году Вавилов и Барулина поженились. Свадьбы не было. Они отметили это событие только тем, что сфотографировались вдвоем. Даже сильная любовь в жизни Вавилова всегда была лишь на втором месте. На первом стояла наука. И после свадьбы неугомонный Вавилов умчался в новую экспедицию, более чем на год. Главная цель его жизни была все та же – победить голод. Вот сейчас проходит Всемирная выставка, будет проходить в 2015, она будет проходить в Милане как раз. И она идет под лозунгом «Накормить планету». И вот итальянские коллеги мои пишут, а почему на этой выставке
который представляет Россию, там нет ничего посвященного Вавилову. Это же ведь ваша национальная гордость. К тому времени Вавилов уже обосновался в Петрограде и начал создавать научную школу, которая позже станет институтом растениеводства. Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Так это выглядит сейчас. А тогда считали, что в провинции намного безопаснее, чем в Петрограде. Ближе к продовольствию, к селам, дальше от голода, холода, болезней, бандитизма, красного террора. Николай Вавилов Елене Барулиной. Жизнь здесь трудна, люди голодают. Нужно вложить заново в дело душу живую, ибо жизни здесь почти нет. Если не труп, то сильно больной, в параличе. Надо заново строить все. Бессмертными остались лишь книги, да хорошие традиции. В комнате холодно и неуютно. За несколько часов выслушал рапорт о тягостях жизни. Холод, голод, жестокая жизнь и лишение. Они ждут, что с моим переездом все изменится к лучшему. Милый друг, мне страшно, что я не справлюсь со всем. Но он справился. В 1926 году Вавилов получает Ленинскую премию. Затем становится членом ВЦИК СССР, президентом сельскохозяйственной академии, членом коллегии наркомзема. Знаками доверия можно считать и многочисленные зарубежные поездки, которые ему позволяли совершать между 1924 и 1932. Вавилов был не просто лоялен к новой власти. Он был настоящим патриотом и искренне радовался успехам молодого государства. Когда я с отцом часто ездил по Ленинграду, и вот по дороге от дома на машине, значит, он подходил к киоску, там обычно он всегда просил останавливать ему кипу газет, журналов. Особенно его интересовал журнал «СССР на стройке». Выходил в советские времена такой журнал, и он очень радовался такому, что идет успешное строительство. Поэтому является парадоксом, что вот сталинский режим его уничтожил. Каждый год биологи из Германии, Америки, Австралии звали Николая Вавилова работать к себе. Ему предлагали должность преподавателя, научного сотрудника, директора института. И каждый раз Вавилов отказывался. И Николай Иванович такую фразу он говорил: «Я служу не правительству, а Родине. И здесь я даже, вот если я помру, для меня это смерть почетнее, чем жизнь там, за бугром, пусть не с кенгуру, а в каких-нибудь высотных там, лабораториях и так далее, и так далее». Поймите правильно, если я перестану любить свою Родину, то перестану уважать себя. Отсюда и люди перестанут меня уважать. Вавилов был настолько поглощен работой и своей идеей накормить планету, что попросту не замечал ужасов коллективизации, борьбы с вредителями, арестов врагов народа. В чем при этом счастье? В том, что, можно сказать, до 1932-1933 года имел возможность реализовывать свои интересы не только в масштабах своего института или Советского Союза, но и в глобальном масштабе. Это действительно большая удача, а для Вавилова как человека и ученого это счастье. Но времена стремительно менялись. Стране уже не нужны были ученые, опередившие время, мечтавшие о счастье следующих поколений. Стране нужен был хлеб, и если не сегодня, то завтра. Сытое будущее никого не устраивало. Бороться нужно было с голодным настоящим. И вот после многолетних дифирамбов и восторгов начинают появляться первые критические статьи, отражающие и дух, и букву времени. Для того, чтобы собрать 300 тысяч номеров в свой фонд мировых растительных ресурсов, ВИРу пришлось организовать во все части Старого и Нового Света десятки экскурсий и затратить на это миллионные средства. А что от этого ценного получила селекция? Да ровным счетом ничего. Заморозив в своих 2-3 растительных кладовых сотни тысяч подчас ценнейших для производства и селекционной работы растений,
Работники ВИРа ревниво охраняют этот запас, как скупые рыцари, сидящие на сундуках с золотом. Вавилов не обращал внимания на критику. Он был неисправимым оптимистом, пожалуй, идеалистом. Он не осознавал опасность, нависшую над ним. Недооценивал конкурентов из научной среды, которые пытались занять его место. Вавилов был абсолютно убежден, что вожди народа во всем разберутся. А когда понял, что этого не случится, было уже поздно. Есть воспоминания, значит, соратника Вавилова, что когда Сталин пригласил Вавилова к себе, и там Вавилов ждал там 5-6 часов ночью, чтобы его Сталин принял, то, значит, Сталин как бы заявил Вавилову: это тот ученый, который там занимается пестиками и там тычинками, но не занимается решением как бы вот хозяйственных задач. Через несколько месяцев после неприятного разговора Николая Ивановича Вавилова арестовали. Случилось это 5 августа 1940 года в городе Черновцы в очередной экспедиции. Вот уже много лет самые разные люди пытаются ответить на вопрос «За что?». Ответ простой. Николай Иванович Вавилов был слишком энергичным, успешным и далеким от подковерных игр. Но разве это интересовало следователя НКВД Александра Хвата, заставившего великого ученого подписать себе смертный приговор? В свое время мне удалось встретиться с Хватом. Я видел глаза этого старика. Разговор был очень короткий, я ему задавал 3 вопроса. Но самый главный вопрос меня интересовал, как ему удалось за столь короткое время заставить Николая Ивановича подписать те документы, которые, с сегодняшней точки зрения, не маразматические. Просто маразматические. Их можем подписать в бессознательном состоянии полному идиоту. Хват ответил очень коротко. А я ему сказал, что сейчас вот здесь будет на твоих глазах насилуют твою жену. Хочешь этого? Сейчас сделаем. И сына твоего будут уродовать. У тебя же на глазах. И Николай Иванович молча взял ручку и подписал. Протокол допроса арестованного Вавилова Николая Ивановича от 6-7 сентября 1940 года. Вавилов. Одним из основных вредительских мероприятий, проведенных при моем непосредственном участии, было создание чрезмерно большого числа узкоспециальных, совершенно нежизненных научно-исследовательских институтов, как, например, институты СОИ, Цикория в Москве. Создание в областях, краях и республиках примерно около 30 так называемых институтов социалистической реконструкции сельского хозяйства, совершенно оторванных от непосредственной агрономической работы. Многие неординарные такие личности, они пострадали. То есть они имели свой карьерный рост, у них был в 20-е годы, а вот где-то с середины 30-х, 36-й год, многие из них пострадали, потому что они имели слишком широкие взгляды. То есть их взгляды не укладывались в это прокрустово ложе официальной пропаганды. Меньше чем через год началась война. Правительство издает указ об эвакуации Всесоюзного института растениеводства на Урал. Решение было принято в связи с началом войны. Но уже в сентябре месяце железная дорога была перерезана, и коллекция осталась в лабораториях. Дело всей жизни Вавилова находится под угрозой. Самые преданные Вавилову люди, как они могли бросить то, чему посвятили свою жизнь? То, что по глубокому убеждению их учителя должно накормить все человечество. 10 человек остаются в институте и берутся охранять коллекцию Вавилова. Сперва сотрудники ходили каждый день домой и приходили на работу. Затем, когда норма хлеба понизилась до 125 грамм, потому что это были служащие, служащим, как и иждивенцам, полагалось только 125 грамм хлеба, все они практически переселились сюда, в институт, здесь они жили. При свечках и керосиновых лампах, несмотря на голод, холод, бомбежки, они продолжали заниматься научной работой.
Вадим Степанович Лихнович каждый день, уходя, значит, с работы домой, возвращаясь из дома на работу, собирал какой-то мусор, который мог бы гореть в буржуйке. Ему комендант здания выдавала на неделю вязанку дров, естественно, этого не хватало, и он собирал все, что могло гореть в печке. Какую-то старую мебель, какие-то старые книги и так далее. И вот таким образом в подвале поддерживалась хотя бы нулевая температура вот в течение всего военного периода в зимние месяцы. В конце 1970-х годов ленинградский журналист Сергей Юферев записал слова куратора коллекции картофеля Вадима Лихновича, одного из тех, кто выжил. «Пожалуйста», — сказал ему Лихнович, — «не пишите только о нашем самопожертвовании. Это неправда. Наша работа нас спасла. В блокаду люди погибали не только от снарядов и голода. От бесцельности своего существования некоторые тоже, случалось, погибали. Мы это видели. Если же мы выжили, то во многом благодаря нашей работе, нашему интересу жить». Для сотрудников то, что они хранили зерно, которое, в общем-то, является пищей, из которых можно варить различные каши из зерновых культур, для них коллекция была нечто святое. То есть это коллекция, которая была собрана Вавиловым, а Вавилов и вообще сама личность Вавилова была, в общем-то, окружена таким ореолом. И поэтому коллекция собрана Вавиловым и его соратниками, она не могла быть использована как продукты питания. Отсутствие интереса властей к этой коллекции и к самому институту поистине необъяснимо, особенно на фоне почти шпионского триллера, разворачивающегося в блокадные дни. Фашисты отдают приказ о захвате всех селекционных институтов и станций СССР. Их главная цель – коллекция семян Вавилова, ведь она может обеспечить мировое господство над генетическими ресурсами. До сих пор точно неизвестно, сколько ящиков ценных семян из коллекции Вавилова вывезли немцы за время войны из оккупированных районов. Однако есть свидетельство, что в опытном хозяйстве СС в Австрии были посеяны 197 сортов ячменя, 66 сортов яровой пшеницы и 82 сорта овса. Известно, что часть мировой коллекции захватили немцы. И они очень, значит, знали ценность этой коллекции. Слава богу, Ленинград не был сдан, но немцы были в Пушкине. И вот в Пушкине там что-то было, так сказать, они вот захватили какой-то материал, захватили немцы. На Украине, значит, была некоторая часть коллекции. А тем временем голод убивает блокадный Ленинград. Одним из первых умирает в своем кабинете куратор коллекции Иванов. После его смерти найдут нетронутыми 1000 пакетов с рисом. Вслед за ним уходит руководитель отдела лекарственных растений Крейер. За своим письменным столом умер хранитель арахиса и масличных культур Щукин. Когда разожмут его мертвые пальцы, на стол выпадет пакет с миндалем. Умирающий от голода ученый пытается согреть его своим теплом. По трагическому совпадению создатель этой коллекции, мечтавший накормить все человечество так же, как и его ученики, в это время умирает от голода. Но это происходит не в блокадном Ленинграде. В саратовской тюрьме проходят последние дни и часы великого ученого Николая Вавилова. В начале 1980-х годов саратовскому писателю Александру Амусину удалось снять на любительскую камеру людей, которые последними видели Николая Вавилова. Так появился фильм «Киносоната», получивший в 1989 году гран-при на конкурсе любительских фильмов. У Александра Амусина была задача как можно больше узнать о последних днях академика Вавилова. И главное – узнать причину смерти великого ученого и отыскать его могилу. Так называемая алиментарная дистрофия, от чего умер Николай Иванович, в заключении это указано, то есть от истощения. Но такого глубокого истощения, которого в реальной жизни быть не может. И Николай Иванович, он перед смертью был не просто истощен,
человек, который его хоронил, вот женщина, они говорят, что вот, можно было женщине поднять вот тело Николая Ивановича. Настолько он был истощен. Очень хорошо сказала Зоя Васильевна Рязаева. Она сказала, что вот Николай Иванович в свое время ляпнул, что я хочу накормить весь мир. Вот, я повторяю это слово ляпнул. Ну, говорит, наверное, сверху ему и припомнили эти слова, чтобы сам он умер с голоду. И еще одна гримаса судьбы. Всю войну Елена Барулина отправляла посылки с едой из Саратова в Москву. Она думала, ее муж находится в Бутырской тюрьме, а он был рядом, в нескольких минутах ходьбы от их дома, за высокой тюремной стеной. Они были, там, в нескольких сотнях метров, может быть, друг от друга, но всю войну она об этом не знала. И когда в январе 1943 года Николай Иванович умер, они тоже об этом не знали в саратовской тюрьме. То есть, это была, конечно, главная трагедия ее жизни, потому что Николай Иванович всегда был, конечно, для нее главным человеком ее жизни, солнцем ее. В 1970 году советские биологи решили установить памятник Николаю Вавилову. На возведение мемориала были потрачены научные стипендии ученых. Выходившая подпольно в самиздате «Хроника текущих событий» за 1970 год сообщала: власти расследуют, кто организовал сбор средств на памятник Вавилову. В связи с этим были допрошены многие видные ученые Саратова, Ленинграда и Москвы. Когда скульптор Константин Суминов закончил работу, к нему в мастерскую явились представители саратовского главлита. Они не одобрили работу художника. Речь шла не о портретном сходстве. Это партийных чиновников не интересовало. Они потребовали, чтобы Суминов стесал на гранитном лице ученого все морщины. Морщины эти, по их мнению, намекали на дурное питание, которое покойный получал в саратовской тюрьме. В Саратове сегодня существует два памятника Николаю Ивановичу Вавилову. Вот. Один на площади, прекрасный, изумительный памятник. В 90-е годы он был поставлен. И как-то к нему люди идут с цветами, с памятью. Но на кладбище люди приходят для того, чтобы преклониться памяти, праху. Здесь праха нет. Не по-христиански это такая, знаете, насмешка времени. От этого памятника до настоящей могилы 159 шагов. В 1943 году именно сюда привозили заключенных, умерших в саратовской тюрьме. Хоронили всех в одной общей могиле. Но Николаю Ивановичу Вавилову выпала другая участь. Он был похоронен отдельно. Но не в гробу, а в ящике. То ли из-под картошки, но чистый там это. Явно был, как он сказал, какой-то в семенной ящик его положили, Николая Ивановича, и оградили колючей проволокой. Понимаете, вот это место было огорожено. И с февраля 43-го года одна из женщин, кладбищенских женщин, которые жили недалеко от кладбища, ухаживала за этой могилкой. Вот так в ящике из-под семенной картошки похоронили великого ученого, биолога, географа, путешественника Николая Ивановича Вавилова. На сегодняшний день российская коллекция, которую оставил нам Николай Иванович Вавилов, оценивается примерно в 10-11 триллионов долларов. Тут следует понимать, конечно, что это не рыночная стоимость, то есть не та сумма, за которую ее можно продать. Эта стоимость оценивает тот положительный вклад в общемировое человеческое благосостояние, которое эта коллекция дает или может дать в ближайшем будущем. Сейчас каждая развитая страна пытается создать свой генетический банк для будущих поколений. Все они, включая огромное хранилище продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, работают по системе, разработанной российским ученым Николаем Вавиловым. По моему мнению, если бы был Олимп героев, неважно, русских или выдающихся людей со всего мира, Вавилов за все его свойства и харизму мог бы занять свое высокое место на этом Олимпе. Но на этом история не кончается.
Не так давно в Норвегии на архипелаге Шпицберген было открыто хранилище семян основных сельскохозяйственных культур. Неофициально его называют хранилищем судного дня. Уже сейчас в нем около 500 тысяч семян растений со всего мира, в том числе образцы из Вавиловской коллекции. К моменту, когда хранилище будет заполнено, оно станет самым крупным генетическим банком в мире. Было бы справедливо назвать его в честь великого русского ученого Николая Ивановича Вавилова. Director, what news? 2012 год. Свой 29-й сезон Чикагский театр Lifeline Theatre открыл мировой премьерой спектакля «Голод» по роману американской писательницы Элис Блэквелл. Из аннотаций к спектаклю. Мало кто знает историю небольшой группы русских ботаников, которые, рискуя жизнью, сохраняли коллекцию ценных семян, чтобы спасти мир от голода в будущем. Я очень нервничаю, когда книга попадет в руки русских читателей, потому что действие происходит во время блокады Ленинграда. Но ни я, ни моя семья не являемся русскими. У меня нет никаких связей с материалом, и поэтому в каком-то смысле я не имела права об этом писать. Но в то же время я не могла не рассказать эту историю. Я рада, что благодаря роману очень многие познакомились с Вавиловым и узнали о подвиге ленинградских ученых. Эта книга переведена на многие европейские языки. Мировая известность — это, конечно, хорошо. Но хочется верить, что о подвиге ленинградских ученых и об их учителе, мечтавшем накормить человечество, будут говорить в школах, писать в книгах и посвящать им театральные постановки и в России.